Всем приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть в Persona 3 Reload. Перезагрузочка. Что ж, надевай наушники и приятного просмотра. Поехали. Так, а как ходить? Я уже и забыла. Так, давай-ка поговорим с ним. Так что раньше в общежитии была работница, она готовила и прочее, но сейчас все в руках учеников. Наверное, после нее осталась замечательная кухня. Глупо ей не пользоваться. Кстати, в прошлой серии, если ты, может, не смотрел, мы это играем за старшеклассника. Днем мы обычный школьник. Ночью мы уже ходим в какие-то подземелья и сражаемся с некоторой нечистью. А вот эти вот дамочки, оказывается, не просто дамочки, которые там ходят с нами в школу, они за нами следят. Да, потому что ночью все превращаются в гробы. А мы нет. Это странно. Возможно, у нас есть некая сила. Вот. Да. Ага, но я не уверена, что знаю, что там делать. Для Киридзё-сэмпай готовка слишком неизменное занятие, но кухню жалко. Растаивает. Так, ой, no. А на какую кнопку меню? Вот, меню. Сейчас. Где тут... Система, настройки, звук, музыка. Вот, теперь пойдет. Теперь нормально. Так. Должна сказать, что в эту туманную весеннюю ночь луна просто завораживает. Как бы ни было заманчиво провести такую ночь в созерцании неба, я советую тебе лечь пораньше и отдохнуть, но не волнуйся, полнолуния еще будут. Да, потому что они ночью за нами смотрят в камеру. Конечно, они нам постоянно советуют лечь пораньше спать. Капец, надоели. Вроде уже живешь в общежитии, чтобы тебя никто не трогал, а все равно трогают, пипец. А все равно достают лечь пораньше спать. Ладно, что комната? Пошли спать. Что нам еще делать, слушай? Так, что у нас тут? Парта. Ты больше ничем не будешь пользоваться? У нас только, кажется, телек был, нет? У нас нет телека? О, у нас есть телек. Может, телек посмотрим? Ну ладно, ложись спать тогда. О! Я вымоталась, а может это потому, что я еще не привык к новой местной жизни? Помнишь, ты получил ключ от бархатной комнаты? Ты. Это был за старик из вчерашнего сна. И что это еще за контракт? Как он? Кажется, вымотался за день. Упал спать прямо в школьной форме. В остальном, прошлой ночью ничего не изменилось. Очень интересно. Даже люди с потенциалом поначалу крайне нестабильны. Потеря памяти, дезориентация. Этот объект особенный, ни одного из распространенных симптомов. Но мы с ним обращаемся как с подопытным кроликом. Угу. Не стоит так это воспринимать. Вы же в одном классе, верно? Считай, это возможно завербовать кого-то твоего возраста. К тому же нам очень нужна помощь. Вы правы, но все равно. Командный пункт на связи. Акихико, что-то не так? Вы не поверите, это огромно. Увы, она сейчас гонится за мной. Я почти вернулся. Предупреждаю заранее. Он что, ведет ее сюда? Председатель. Наблюдение придется прервать. Нам нужно подготовиться к бою. Конечно, будьте осторожны. Это председатель. Нет, это Акихико. Я в порядке. Приготовьтесь к сюрпризу. Она вот-вот объявится. Сейчас не время для шуток.
Санада-кун. Это одна из них? Да, но она необычная. Что это было? Вы издеваетесь? Председатель, отправляйтесь в командный пункт. Такэбе, поднимись и разбуди его. А вы двое? Мы его остановим. Акихико, ты ее сюда привел, так что тебе с ней сражаться. Верно, верно. Тут спасения нету. Для тебя. Да кто знал, что она будет такой настырной? Такэбе, чего ждешь? Беги. Да. А что, нас теперь разбудит? Зачем? Меня разбудил грохот. Надо посмотреть, что там случилось. Да так, всего лишь амеба напала на вас. Просыпайся. Прости, я захожу. Нет времени объяснять, нужно убираться отсюда. Что происходит? Быстрее, спускаемся, уйдем через черный ход. Стой. Возьми на всякий случай. И... Короткий меч. На, держи. Короткий меч. Кайф. Хорошо, идем. Так, мы должны быть в безопасности. Такэбе, слышишь меня? Да, прием. Блин, музыка очень тихо стала. Ладно. Будьте осторожны, враг пришел не один. Главная угроза сшивается где-то рядом. Что? Назад. Что нам делать? Она у входной двери. Может, она пока подняться наверх? Не знаю, просто научи меня драться и все. Нужно найти безопасное место. Давай наверх. Ладно, давай поднимемся наверх. Поспешим. Если хорошая идея, это я уже придумал. Приближается. Нужно успокоиться, все будет хорошо. Теперь главное выбраться и уцелеть. Прости, знаю, ты спала, и все это очень неожиданно. Обещаю, я все объясню. Окей. Что это было? Неужели она проникла внутрь? Приближается. Давай, быстрее. Точно, если выйдем здесь, то... Ну что? Прыгнем с крыши? Хорошая идея. Уф, уф, уф. Я заперла дверь, так что мы в безопасности. Да, там она дверь сломала, а это непробивная. Конечно. Наивная. Хм. Не может быть. Давайте внутрь. Слушай, давай внутрь, там кажется безопаснее. Вот одна из этих тварей, что напали на нас. Тень. Она что, даже не зарядила его? Или что? Она в себя выстрелила? А, мы не нужны, слушай. Окей, давай пойдем отсюда. Вот они. Подождите. Что это за штука? Она хотела выстрелить в себя. Давай. Чего? Пер. Со. На.
Я есть ты, ты есть я. Я воплощение моря твоей души. Я Орфей, повелитель струн. Вот и ролик вывелся. Как мы и думали. Что происходит? Ё-моё! Охренеть, какое чудовище. Что вообще? Даже он в шоке, даже тень это в шоке. Тень уже не понимает, кто из них тень. Кто из них плохой. Да, мы также все в шоке. Что, черт возьми, это было? Закончилось? Да, потому что ты бесполезна, ты не смогла это сделать. А нет. Давай разберись-ка уже с ними, хватит валяться. Да нет, ты не должен, угомонись. Я не пойму, эти тени оторвались от той другой? Трусливая Майя. Атака. Прикольно. Защита, персона. Не, давай так. Что такое персона? Тварей больше нет. Пора спать. Все, вот как бы, ну спать пора-то. Ты в порядке? Очнись. Да все, он спит. Пиши что-нибудь. Да все, не мешай спать, уже он уже выдохся. Уже ночь-то какая. О, бархатная комната снова. Рад снова тебя видеть. Ты потерял сознание после того, как проводил свою силу. О, вижу, твой зов, ответил Орфей. Как интересно. Это была сила персоны, воплощение твоей души. Персона — часть твоей личности, которая проявляется в ответ на внешний раздражитель. Можно сказать, это маска, которая защищает тебя перед лицом трудностей. Сила персоны отражает силу души, а душа становится сильнее, когда прочны ее связи. Общаясь с остальными, ты постепенно формируешь с ними социальные связи. Чем крепче социальные связи, тем быстрее будут расти способности твоей персоны. Помни об этом.
Ну а пока в твоем мире время продолжает отсчет. Не буду тебя задерживать. На нашу следующую встречу ты придешь сам. До тех пор. Прощай. Прощай, Игорь. Так. А я что, сейчас не сама была? А чё мы так перелетели на следующую там неделю или как? Что так? Мой разум проясняется. Я ощущаю, что рядом со мной кто-то есть. А, ну да, ты в полиции. Ты проснулся. Как себя чувствуешь? Слава богу, ты наконец очнулся. В мемориальной больнице Сасуми, это в 2 шагах от станции. Врач сказал, что ты в полном порядке, просто очень вымотан. Слушай, прости меня, от меня там совсем не было проку. Но твоя сила — это нечто. Ты про теней? Именно с ними мы и сражаемся. А сила, которую ты использовал, мы называем ее персоной. Мы позже все тебе объясним. Извини, что не рассказала раньше. Я хотела тебе кое-что сказать. Мы похожи, ты и я. Мой папа умер, когда я была ребенком. А с мамой мы в натянутых отношениях. Ты ведь тоже совсем один? Если честно, я уже знала о твоем прошлом. Но это не очень справедливо, поэтому я себе тоже расскажу. Это было давно, но недалеко отсюда произошел крупный взрыв. Полагаю, что папа умер во время взрыва, но никто не знает точно, что произошло. В то время он работал в лаборатории корпорации Киридзё. Хочется верить, что если пробужу здесь подольше, пробуду, то смогу что-то узнать. Поэтому я хожу в школу Геккоукан и была рядом, когда с тобой это произошло. Толку от меня особо не было. Я запаниковала. Я тоже впервые с ними столкнулась. Прости, тебе бы не пришлось приходить через все это, не будь я такой трусихой. Спасибо. Извини, что вываливаю на тебя все, лишь стоило тебе глаза открыть. Пока ждала, я все думала. Я столько всего от него утаивала. Как только он проснется, я все ему расскажу. Спасибо, что выслушал. Я уже очень давно хотела поделиться с кем-то этой историей. Ладно, я пойду. Передам остальным, что ты очнулся. Врачи сказали, что ты можешь вернуться домой, когда придешь в сознание. Увидимся. А в школу когда? А в школу когда? Я уже хочу в школу. О, с возвращением, я так рада, что ты вышел из больницы. Хочешь отдохнуть? Сейчас тебе нужно беречь себя, не волнуйся, с твоей комнатой все в порядке. Да, меня это так радует, что с моей комнатой все в порядке. У меня же там столько ценных вещей. Прям 0. Киридзё-сэмпай сказал, что сегодня опоздает. Кажется, закопалась ради тебя в бумаге. А зачем ради меня? Постарайся завтра в школе не перенапрягаться, ладно? А зачем ради меня в бумаге взорваться? Я не просила. Ладно, пошли отдохнем. Ой, думаю, наш друг... Батареи проверить. Это терморегулятор. Его не включают, потому что в это время года комфортная температура. Понятно. Может, наконец-таки пора посмотреть календарь? Нет. Телевизор? Нет. Кровать? Да. Ладно. 18. Отлично. О, наконец-то. Йоу, давно не виделись. Как шить, у тебя что, живот прихватило? Хотя ладно, я тебе такое рассказать должен. Что случилось? Представляешь? Ой, нет, меня же просили не трепаться. В смысле, ты чё, офигел? Прости, чувак, забудь, что ты что-то слышал. Но я думаю, пора достать короткий меч. Зубочистку. Боже, из кого эта энергия таки прет? Я тебя слышала от самого входа. Ну, вы же в одной общаге живете. Чего вместе не пришли? У меня уже поперек горла эти разговоры. Вот, Блейк, он тебе уже лучше? Прости, что пристаю с этим так скоро после произошедшего. Сегодня с тобой хочет поговорить председатель.
После школы возвращайся в общежитие и поднимайся на 4-й этаж. Не забудь, ладно? Ладно. Погоди-ка, почему тебя председатель на ковер зовет? Что такого натворил? Ну так, ничего серьезного, идем. Если будем и дальше тут стоять, точно опоздаем. Хватит уже про мамонтов, даже не знаю, зачем их упоминать. Это ведь просто огромные слоны. На этом и завершим с каменным веком. Как мне надоели рассказы о исторических временах, мне тоже. Нет бы обсудить период Сенго. Для него история Японии пресна и скучна. Нам не платят за эту работу, так что ничего не поделаешь. Как же трудно быть взрослым. Далее нас ждет период Дзюмон, когда зародилось сословие самурай. Ага, и он сам в самурайском виде. Сейчас задам случайный вопрос, и на этом разойдемся. Вайкун. А я-то чё? Что? Как в наши дни называются места, куда сбрасывали свой мусор люди периода Дзюмон? Верно, мусорные кучи. У этого слова скандинавские корни, оно означает навозная куча. Господи, что за вопросы, мне еще этого не рассказывали. Ох, это не помогло, до сих пор ни капли интереса. Ох, как я мечтаю перейти к эпохе катан, все остальное такое унылое. Я ответил правильно. Все в классе смотрят на меня с уважением. Юху! Отлично. После обеда. И, кстати, вопросов у нас будет много. Я увидела, мы будем сдавать какие-то экзамены, еще предэкзамены. То есть, короче. Слушай, не хочешь вместе пойти домой? Нам все равно в одну сторону, к общежитию, а я за тебя немного переживаю. Вдруг ты снова отключишься по пути домой? Ну, конечно, да. Я же достану свою персону и начну махать ей, да. Я чувствую себя виноватой, понимаешь? Позволь загладить вину. Пошли. Ага. А вообще-то у меня, может, дела, я хочу в кружок вступить какой-то. Блин, я хотела в кружок вступить. Дома в целости и сохранности. Так, 4-й этаж. Помнишь? Председателю на ковер. Рада, что тебе стало лучше. Я пойду наверх. Как я и сказала утром, встретимся на 4-м этаже. Председатель будет нас ждать. Так, мы живем на 2-м. Нам надо на 4-й. Что это там? На кровати что-то блестит. Numеричный фрагмент. Впервые такое вижу. Придержу пока у себя. Так, идите на 4-й этаж. А может, я переоденусь? Ладно. Это 3-й этаж. О, вроде нет. Пошли на следующий. А вот и ты. А вот и я. А тут у вас что, туалет? Давай, они ждут тебя внутри. А вот и ты, опять. Ты в порядке? Замечательно. Мне нужно кое-что с тобой обсудить, потому я и попросила встречи. Присаживайся. Это мне надо с вами кое-что обсудить. Но прежде, кажется, я уже его упоминал. Это Санада-кун. Привет. Как я рада с ним познакомиться. Итак, начнем с необычного вопроса. Это общежитие само необычно. Какие уже необычные вопросы? Поверишь, если я скажу тебе, что в сутках больше 24 часов? Ну, да, я тоже так думаю, что иногда тут не хватает там. Или хватает там. Окей. Чего, простите?
Такая реакция вполне ожидаема. Однако ты уже лично убедился в том, что это правда. Помнишь ту ночь, когда впервые приехал сюда? И не мог не заметить. Уличные фонари отключились, устройства перестали работать. Непонятно, откуда взялись гробы. Вокруг было столько всего странного. Неужели ты не почувствовал, что попал в иное время? Ну да, было очень жутко. Это темный час, отрезок времени, спрятанный между двумя днями. Он наступает каждую ночь ровно в 12. Он наступит сегодня и каждую следующую ночь. Обычные люди этого не осознают, потому что спят в своих гробах. Звучит круто. Но темный час интересен не этим. Ты их видел? Этих созданий. Мы зовем их тенями. Они появляются только в темный час и нападают на каждого, кому не спится в гробу. Все, кто перевернулся в гробу. Наша работа — убивать теней. Круто, скажи. Акихико, что с тобой не так? Тебе же совсем недавно прилетело. Тише, тише. Он отлично справляется с работой. Перейду к делу. Мы специализированный внешкольный исполнительный отряд, сокращенно ТЭС. Формально мы считаемся школьным клубом, но по факту наш коллектив борется с тенями. Мицуру Кирадзё-кун — глава клуба, а я — советник. Тень пожирает сознание своей жертвы. После нападения человек становится ходячим трупом. Ты наверняка слышал про синдром апатии. Порой мы называем пострадавших от него потерянными. Почти все происшествия, о которых ты слышал в новостях, случились по вине теней. Может, они замешаны в каждом случае. Но порой встречаются люди, способные находиться в темный час вне гробов. Некоторые могут даже пробудить в себе силу, которая позволяет сражаться с тенями. Это так называемая персона, сила, которую ты призвал в ту ночь. Тень могут одолеть только пользователи персоны. Иными словами, только вы можете противостоять этой напасти. Схватываешь на лету, приятно слышать. Он пытается сказать, мы хотим, чтобы ты к нам присоединился. Мы приготовили для тебя вызыватель. Позволь нам одолжить твою силу. А я взамен что получу? Не знаю, готов ли я. Не запаривайся на берегу, просто потусись с нами немного. Прошу, нам нужна твоя помощь. А что вы мне взамен дадите? Хватит, не дайте на него, вы не даете ему права отказаться. Конечно, было бы круто, если бы он согласился, но... Ладно. Спасибо. Если есть вопросы, задавай, не стесняйся. Очень много вопросов, и самые необычные. Огромное тебе спасибо, правда. Но я не за спасибо хочу с вами работать. Ах да, чуть не забыла. Насчет твоей комнаты. Может, останешься здесь, раз такое дело? Не знаю, чем там у них заминка, но все вышло как нельзя кстати. Да, конечно, мы знаем, как вы этому поспособствовали. Заминка, но мы же... Неважно. Я присоединился к СС, чтобы сражаться с тенями. О, у меня в голове звенит голос. Карта. Я есть ты. Ты есть и я. Я создал новую связь. Мы даруем тебе благословение. Не на создание персоны Аркана Шут. Новый уровень. Ранг 1 Шут. Что с этим делать? Я чувствую, как моя внутренняя сила растет. Я вспоминаю слова Игоря о силе социальных связей. Тогда на сегодня закончим. Я расскажу чуть больше о нашем клубе в следующий раз. Так, вы сказали, я могу задать любые вопросы. Меня обманули опять.
Вы можете вновь ознакомиться с отдельными терминами, которые были показаны в игре, а также с их описанием. Окей. Простите, что собрала всех в выходной день. Завтра воскресенье, так что постарайтесь отдохнуть. Что ж, тогда на выход? Поняли, потому что выходной. Выход. Выходные. Поняли. Ага. Класс. Идем на выходные. На выход. Я буду так шутить. Привет. Как дела? Это он. Мы уже встречались. Я помню. Придет конец. Я вспомнил об этом и решил тебе рассказать. Конец всему. Но если честно, я мало что об этом знаю. Мне важнее то, что в тебе пробудилась сила. И она крайне необычна. Сила, у которой много форм, но ни одной постоянной. Возможно, в итоге эта сила спасет тебя, если позволят обстоятельства. Помнишь нашу первую встречу? Надеюсь, ты выполнишь свои обязательства. И... Я контракт даже не читал. Я всегда слежу за тобой, даже когда ты про меня забываешь. Ну ладно, еще увидимся. Он так мне сказал, кто он, что за контракт, что за обязательства. Просто сказал, всему конец, и все. Эй, ты там! Конечно, это ж моя комната. Господи, они опять спать не дают. Я спала до самой ночи. Можешь спуститься? Нас Санада-сэмпай зовет. А теперь они не дадут мне поспать. Ого, как она делает. Он здесь. Итак, в чем дело? Ой, я переоделась. Спасибо, что пришел. Я хотел кое-кого представить. Ночью? Ночью? Это общежитие мне не нравится. Мне не дают выспаться. Эй, давай поживее. Секунду, тяжелый, зараза. Это же наш... Что? Дзюнпэй? А ты тут что забыл? Только не говори мне. Это Дзюнпэй и Ори из класса 2F. Его заселили сюда сегодня. Как жизнь? Заселился сюда? Правда? Ты точно не ошибся? Неужто он тоже персона? Я наткнулся на него прошлой ночью. Потенциал есть, но он раскрыл совсем недавно. Вот что он хотел нам рассказать, но побоялся. Потому что этой персоне нельзя рассказывать. Я рассказал парню о нас, и он согласился помочь. Серьезно? У тебя есть потенциал? Он меня в магазине нашел. Я сидел среди кучи гробов и ревел как младенец. Помню мало, но, блин, опозорился конкретно. Правда, мне сказали, что это абсолютно нормально для первого раза. Типа, все теряются, ничего не помнят. Вы об этом знали? Нет, все нормально было. Мы все помним. Сбавь обороты матча. Ты должен знать, ты ж персоной пользуешься, все дела. Ну блин, до сих пор не верится. Я и понятия не имел, что тут у вас творится. Но я рад, что не один такой. В одиночку влипнуть в такое не хотелось бы. Вы, наверное, тоже в восторге? Я ж теперь в команде. Что? Ну, наверное. Ладно, знакомство окончено. Раз прибавилось, а значит... Думаю, мы готовы. К чему? О, намечается какой-то движ. Кайф, прям не терпится. Каким количеством людей можно осмотреть ту башню? Ясно, тартар. О, тартар. Будем кушать. Тартар? Ты про соус? Вот, я о том же. Это место — ключ к познанию темного часа. По крайней мере, мы так думаем. Ключ, говоришь? Завтра вечером председатель расскажет подробности, так что готовьтесь. Окей. Понедельник. День тяжелый. Йоу, готов надрать задницы.
Кому, одноклассникам? Я так рад, что меня позвали к вам. Кроме того, общежитие довольно уютно. Но лучше всего то, что мы единственные, кто может сражаться с этими врагами, то есть. Ты прямо из штанов выпрыгиваешь. А то. Ну, не был бы в восторге от возможности сражаться за справедливость. Правда, если откровенно, я понятия не имею, что мы должны делать. Но уверен, мы все узнаем. Нам же обещали все объяснить. Да, мне так и не объяснили. Только договор подписан. Как обычно, короче. Ну, как в жизни. Ох, я так устала, чуть не заснула. О, можно вас на минутку? Как вернетесь в общежитие, приходите в комнату на 4-м этаже. Мне нужно кое-что вам рассказать. О, время душещипательных бесед. Подробности позже. До встречи. Как робот. О, дела, она времени зря не теряет. Конечно, она же не такая, как мы. Занятая. У нее же совет учеников или что там еще. Ого, Юкатан, неужто я слышу враждебность? Не то, чтобы она мне не нравилась, просто не знаю, как сказать. После школы. Все уроки закончились. Нас, наверное, ждут в общаге. Погнали домой. Ух, наконец-то добрались. Поверить не могу, что они так задержали поезд за происшествие. Уже темно. Что-то люди нынче застыли прыгать на рельсы. Зачастили. Этот синдром апатии уже ни в какие ворота не лезет, будто весь мир скоро рухнет. Черт, все уже в сборе, надо шевелиться. У нас свои дела. О, можем перекусить. Блин, что-то ей захотелось. Офигенный центр, столько мест, только перекусить, да еще и поработать допоздна. Работают. Кстати, я слышал, что в раменной на верхнем этаже есть секретное ночное меню. Да-да, знаю. Итак, все в сборе. Да, давайте приступим. Я прошу внимательно меня выслушать. Дорогое время лишь Киридзё-кун и... Долгое время лишь Киридзё-кун и Санада-кун умели пользоваться персоной, но с недавнего времени это могут делать уже 5 человек. План таков. Сегодня полночь я предлагаю наконец-то начать исследовать Тартар. Я вчера спрашивал, но объясните еще раз, что за Тартар? Тартар и есть. Дзюнпэй, ты что, его не видел? Но... Это неудивительно. И все-таки Тартар появляется только в темный час. Только в темный час? Совсем как тени. Любопытно. Задача нашего клуба СИ — сражаться с этими тенями. Однако, просто уничтожать теней в темный час недостаточно. Нам нужно добраться до источника проблемы. Надо избавиться от темного часа. Это что-то я не догоняю. Другими словами, если побегать по этому Тартару, темный час исчезнет? Нельзя сказать наверняка. Прости, что не могу все прояснить, но одна из наших задач — раскрыть тайны этой башни. В общем и целом, нужно собрать больше информации. Все, что нам там попадется, может стать важной зацепкой. Исследование Тартара невероятно важно, считайте, это наша главная задача. Наше общество даже не догадывается о существовании теней, однако постепенно поддается их влиянию. Не побоюсь сказать, что судьба всего мира в руках пользователей персоны. Ничего себе ответственность. Но вершители правосудия одержат верх. К тому же, это отличное место, чтобы потренироваться и точить науки. По сути, Тартар можно считать логовом теней. Класс. Обучение в самое логово. Но, сэмпай, как же твоя травма? Акихико еще не поправился. Он прогуляется с нами, но в исследовании участвовать не будет. Да, знаю. Расслабьтесь. Старина Дзюнпэй вас прикроет.
Звучит сомнительно. А вы председатель? Я останусь здесь. Ну, конечно же. Мне нет смысла идти, я ведь не могу призывать персону. Но в гроб он тоже не превращается. Интересно. Что? Мы здесь? А что происходит? Почему мы у школы? Подожди, и все поймешь. Почти полночь. Офигеть. Но мне кажется, чтобы добраться до туда, нужно пару недель. Или 24 часа. Оп, блин, я хотела сохраниться. Как только темный час закончится, все придет в норму. Это и есть логово, о котором вы говорили? Кстати. Так. Окей. Но почему наша школа превратилась в огромную башню? Вы тоже не знаете? Нет. Уверена, тут все непросто. Раз не знаем, значит надо выяснить. Мы с Мицуру только одним глазком видели, что внутри. Сегодня первая полноценная вылазка. Круто, скажете? Там точно что-то есть, надеюсь, это что-то связано с темным часом. Акихико, ценю твой энтузиазм, но ты сегодня в исследовании не участвуешь. А я знаю, можешь не напоминать мне на каждом шагу. Мы решили войти в башню. Я уже жду сохранения. Пора бы сохраниться. И закончить. Уже время. О, внутри такая же дичь. И жуть. Это лишь вход. Сам лабиринт находится за дверью вверху лестницы. Для начала вам нужно освоиться. Почему бы вам троим не осмотреться тут? Что? Без вас? Далеко заходить не нужно. Я буду помогать отсюда, снабжая вас информацией. Нам также нужно выбрать лидера, который будет принимать решения на месте. Лидера? Типа как капитана пиратского корабля? Меня, выберите меня. Плей, ты за главного. Почему он не похож на капитана? Успокойся, просто он уже сражался с тенями. Да ладно. Это тоже, но основная причина куда проще. Сэмпай, да и ты, Такэба. Кто-нибудь из вас может призвать персону так же легко, как он? Конечно, расплюнуть. Могу. Да, мы видели. Речь идет о тенях. Помните, без персоны вас по стенке размажут. Я в курсе. Ну ладно, пойдем. Готов, лидер? Я готов. Вот это настрой. Я готова сохраниться. Бархатный ключ в моей руке начинает сиять. В чем дело? В углу зала виднеется странная дверь. Да хватит, дайте сохраниться, позада. Здесь проблема с сохранениями. Но все это время... Я ждал тебя. Пришло время тебе владеть своей силой. Башня, в которую вы сейчас отправитесь. Откуда она взялась? Зачем она нужна? К сожалению, пока ты не в состоянии ответить на эти вопросы. Вот почему ты должен кое-что узнать, прежде чем отправишься дальше. Ты должен понять суть своей силы. Твоя сила уникальна. Она словно ноль. Пустота, в которой таятся бесчисленные возможности. Ты, мальчик мой, способен владеть сразу несколькими персонами и призывать их по желанию. И когда ты сразишь своих врагов, то увидишь перед собой новые возможности. Порой их будет сложно заполучить. Но не бойся, бери то, что заслужил. И сила твоя будет расти. Помни об этом.
Что ж, скоро у меня не останется свободного времени. В следующий раз ты вновь по своей воле откроешь дверь и придешь к нам. Тогда я раскрою свою истинную роль и расскажу, как я могу тебе помочь. До встречи. Прощай. Да, да. Сохранение, пожалуйста. Время тик-так. Эй, все хорошо? Да, что это за дело? Ты на зомби похож. Пустяки. Только не говори, что отключился. Ты как тот тренер, который посреди чемпионата захрапел. Чувак, соберись. Тебя-то вообще лидером назначили. Похоже, они не видят эту дверь. Не наседай так на него. Если все в порядке, надо идти. Есть! Вход в лабиринт расположен наверху лестницы. Когда будешь готов, иди к нему. Чтобы открыть меню, нажмите меню, сможете статус персоны, всех персонажей, статус предмет. Отлично. Во время исследования Тартара вы можете сохранять игру в местах, где можно менять состав команды, но сохраняться на этаже, который вы исследуете, нельзя. Для сохранения откройте меню и нажмите. Я как раз хочу очень сильно сохраниться. Боже мой, кошмар какой. Все, на этом мы приостанавливаемся. Спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. И нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления в следующих роликах и стримчиках. И все. Все ссылочки на в описании канала. И всем пока-пока.